Всем привет! Сегодня у нас второй день винного календаря, и значит мы будем открывать вино под номером 2. Но сначала я напомню, что наш календарь выходит в Инстаграме Таня энд Вайн, в Телеграме Таня энд Вайн и на YouTube-канале Таня энд Вайн. И на YouTube-канале у нас есть еще субтитры на английском для тех, кто не говорит по-русски, для моих друзей из Америки, например. В прошлый раз у нас никто не угадал вино, но у нас есть новые варианты ответов на вино сегодняшнего выпуска. И это у нас, сейчас я посмотрю в мою подсказочку, это у нас США 2 раза. Причем одно из них с уточнением, что это США, штат Орегон. И второе, это США, то же самое название Copper Corkscrew, красное. Вот, но я думаю, что я здесь буду засчитывать, наверное, только США пока что. Потом Испания у нас есть вариант из Инстаграма и из Телеграма Аргентина. Из Ютуба пока вариантов никаких не приходило. Вот, но на самом деле, чтобы было интереснее, может быть, и стоит добавить, допустим, конкретный регион вина, то есть не просто там страна, а еще там какой-то конкретный винный регион, ну, допустим, не знаю, ну, тот же США, Калифорния или там США, долина Напа. И, допустим, еще variety можно добавить, сорт вина, ну, там, шардоне или что-то там, я не знаю, красный бленд. Вот, но здесь немножко вам понадобится знаний, но не зря же вы подписаны на мой блог, и я думаю, что какие-то знания в вине у вас уже у всех должны быть. Вот, но все равно это будут уже как дополнительные баллы, и в первую очередь мы угадываем страну. Но я думаю, чтобы мне самой не отставать и было интереснее, я тоже буду делать свои ставки, потому что я, как я уже говорила, я не знаю, что в этой коробке. Вот. И на сегодня я поставлю на Францию. Пусть это будет красный бленд Бордо. Такой довольно распространенный сорт в винных календарях прошлых лет. Ну что, готовы? Давайте открывать. Так, как всегда, это не так просто. Ну что же. Окей. Оно выглядит как белое на самом деле, но это розе. Это розе, и это опять же Copper Corkscrew. Так что 1 балл у нас уже уходит одному из участников. И да, и это опять Калифорния, то есть это США. Так что, возможно, я была права, что в этом календаре все вина американские, и как бы угадывать, собственно, нечего. Ну хорошо, по крайней мере, это розе, но это тоже Калифорния. Про калифорнийское розе даже сложно что-то сказать, потому что они, в принципе, все розе довольно похожи. То есть это все, хоть они французские, хоть они калифорнийские, это всегда обычно клубничка, это немножко роза, это что-то такое вот легкое, приятное, летнее такое. Но единственные вот какие-то розе, которые действительно отличались, это были французские розе, по-моему, из региона Бандоль, и они были такие солоноватые, вот прям у них очень интересный соленый оттенок был, и оно сильно вот отличалось от остальных розе. Но я думаю, что калифорнийское розе не будет отличаться в эту сторону. Скорее всего, это будет клубнично-розовое такое счастье. Вот. Ну что, охладить, конечно же, у нас опять сейчас нет времени и возможности, но будем пробовать так. Хрустальный бокал, как обычно. Так, ой, как же это все сложно открывается. Слушайте, нужна грубая мужская сила. Никак. Сейчас поставлю на паузу и воспользуюсь помощью зала. Ну, с помощью нехитрых приспособлений мне удалось его открыть. Даже не штопором, а медный штопор, опять же повторяю. Этикетка точно такая же, как в прошлый раз. Наливаю совсем чуть-чуть, потому что у меня сегодня вечером репетиция спектакля, в котором я играю. И как бы увлекаться точно не стоит. А то будет как в том анекдоте: Волобуев, вот ваш меч. Что-то вот в этом роде. Да. Но про спектакль, кстати, я пишу в своих других блогах.
которые у меня тоже есть в Инстаграме и в Телеграме. Вот, можно там про это все прочитать. Ну, давайте пробовать. Слушайте, оно даже пахнет, как вчерашний пино гриджио. По-моему, они из одной бочки наливают. То есть оно и на цвет-то как бы не сильно розе. Такое очень бледненькое. Ну, чуть-чуть какой-то розоватый, такой оранжеватый оттенок есть, но прям очень-очень легкий. И в бокале даже, ну, не особенно понятно, что это розе. Почему-то я везде упорно чувствую грушу. Клубничку, ну так, немножко клубнички. Розы мне не положили в этот раз. Ну, такой прям лимонад буратино. Не знаю. Очень такое легкое, приятное, легко пьется. Вот, конечно, опять же, охладить не помешает. Но во вкусе какого-то интересного такого букета нету. То есть, как я сказала, стандартное такое вполне себе розе. Так, что можно почитать тут? Может, что-нибудь они нам интересно написали. Ну, здесь говорят, что есть цитрусы. Ну, возможно, цитрусы. Сложно сказать. Что flowers and melon. Цветы и дыня. То есть они утверждают, что здесь есть дыня. Интересно. Ну, дыни как бы я особо не чувствую. Но это просто какой-то вот фруктовый микс, как фруктовый салат. То есть туда накрошили каких-то фруктов и клубничку, грушу, возможно, там и дыня тоже есть. Туда тоже можно. Так, под что? С чем нам рекомендуют его сочетать? С салатами, пастой, рис и сифуд на гриле. Ну что ж, это, в принципе, такое тоже универсальное вино под вот эти вот все рыбные блюда, морепродукты, под легкие салаты. Ну, я думаю, что оно даже и под майонезную оливьешечку подойдет вполне себе ничего. Я, кстати, вчера себе вечером сделала немножко майонезной оливьешечки, не дожидаясь, так сказать, основных праздников, потому что душа попросила. Вот. Но я думаю, что все наши праздники и все наши салаты все-таки еще впереди. И надеюсь, что более интересные вина в этой коробке все-таки будут из других стран и других регионов. Давайте попытаемся угадать что-нибудь на завтра. Ну, честно сказать, красного еще не было. Скорее всего, нужно делать ставки на какие-то красные вина, но давайте попробуем угадать страну, регион и, возможно, сорт. Вот, ну, на сегодня тогда это все. Увидимся послезавтра и cheers!